Сегодня у нас в студии произойдет соревнование. С одной стороны турецкий чечевичный суп, с другой стороны европейский картофельный. Оба супы пюре. Вот какая проблема. Для европейского картофельного супа потребуется бекон, либо ветчина. А нет у меня дома ни бекона, ни ветчины, не бывает. У меня бывает только копченое курдючное сало, которым я заменяю бекон. Но это мои личные заморочки. А те, кто едят свинину, берите бекон, либо ветчину, все будет по фэншую. Но и у меня все будет тоже очень хорошо. Я нарезаю курдюк тоненькими ломтиками. Но что из бекона, что из ветчины, что из обыкновенного сала, необходимо сначала вытопить жир. И чтобы сам бекон, ветчина или даже курдючное сало превратились в тоненькие, румяные, хрустящие выжарки. Они крайне необходимы для настоящего картофельного супа-пюре. Включаем нагрев и ждем, когда вытопится сало. Но вы знаете, что сейчас произойдет с этими симпатичными ломтиками? Их начнет корежить. И те части сала, которые поднимутся над дном кастрюли, останутся белыми. Они не будут хрустящими. У меня есть крышка. У меня есть тяжелая чугунная крышка от сковородки для приготовления цыплят табака. Я этой крышкой придавлю ломтики сала, чтобы они топились и оставались при этом ровненькими. И для того, и для другого супа понадобится лук. Можно взять по паре головок вот такого, обыкновенного лука. А если попадется лук-шалот, то это замечательно. По 2-3 головки вот такого лука на каждую кастрюлю. Стараться и нарезать лук слишком уж мелким кубиком не стоит, потому что это все равно будут супы-пюре. То есть все содержимое супа, почти все содержимое супа будет измельчаться. Есть еще один очень популярный картофельный суп-пюре, помимо того, что я готовлю сегодня, который называется вишисуаз. Французский суп. Но там используется лук-порей. И я спрашиваю, где лук-порей? И где мы с вами, простые ребята? Вот мне попался лук-шалот в магазине. Я и рад. Отлично получится. Ох, а кто же это у нас так вкусно шкварчит? Ой, а чем же это у нас там так вкусно запахло? А ну-ка, 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 посмотрим, полюбуемся. Жирок выходит, но ломтиком до румяности еще жарится дожарится. Однако это самый удачный момент для того, чтобы добавить несколько зубчиков чеснока. Штук 10-12. Вы знаете, каким он получится? О-о-о. И снова накрываем крышкой. Пусть чеснок тоже придавится. Пусть придавится ко дну и как следует прожарится. Будете смеяться, но турецкому чечевичному супу курдюк, сало, ничего не надо. Берите хорошее растительное масло. Ну, грамм 60-70, 2-3 столовые ложки. Половина нарезанного лука пойдет в эту кастрюлю, а половину оставим для картофельного супа. Для турецкого чечевичного супа понадобится морковка. На стакан чечевицы по одной морковке. Можно взять тыкву. Тоже очень вкусно получается.
Морковку нарезаем мелким кубиком. Я сейчас подумал о терке. Я блогер со стажем и знаю, что спрашивают люди. Люди стремятся облегчить себе жизнь. Ну, наверное, можно и на терке, ввиду того, что все равно все будет превращено в пюре. Но мне кажется, что проще ножом. Да и из-под ножа как-то вкуснее получается, опрятнее. Да потом из этой терки еще куски моркови придется выковыривать. А нож, ну что здесь нож? Острый нож. Раз, два и готово. Сначала полосочками, как на плов, а потом кубиками. Посмотрим, как оно там шкварчит. Ага. Ох. Отличненько. Отличненько. Превосходненько. Во-первых, вынимаем чеснок. Чеснок пожарился ровно так, как надо, и запах издает. Вот этот запах копченого и запах жареного чеснока. Вот это сочетание запаха от копченого сала и жареного чеснока — это сильная вещь. Это посильнее Фауста Гёте будет. Выжирки. Все. Великолепный, потрясающий, очень чистый жир готов. В него можно опускать что хочешь. Я хочу опустить грибы. Белые грибы. Заморозили их летом. А вот сейчас-то они нам и пригодятся. Знаете, что бы я сделал, если бы у меня не было белых грибов? Я бы взял обыкновенные шампиньоны. И, честное слово, получилось бы не намного хуже. Потому что вкусов в том супе, который мы сегодня готовим, будет достаточно много. И белый гриб, вот этот потрясающий царский гриб, он выступит всего лишь навсего одной нотой в оркестре, одной нотой в мелодии. Но жарить эти грибы слишком сильно я не буду. Обжарю чуть-чуть. А чего их жарить? Я знаю европейских поваров, которые используют вовсе сырые белые грибы. Да и сам я использую сырые шампиньоны в салатах. И все прекрасно. Так что обжарю их только чуть-чуть, только прогрею. А как здесь лук? О, ровно так, как надо лук. Это не лук, слушайте, это мед какой-то, мед золотистый. Самое время добавить к этому братцу луку его сестру, морковку. Чечевичный суп, мерджимек чорбасы, как говорят в Турции, очень популярное блюдо. Его готовят миллионы людей, поэтому существует 1000 вариаций этого блюда. И почему бы мне, Сталику Хантишиеву, не создать 1001 вариацию? 1001 вариация мерджимек чорбасы с зирой, с молотой зирой. Моя любимая приправа. Почему я не имею права добавить в свой суп то, что я люблю? Многие предпочитают добавлять черный перец в уже готовое блюдо. Вы попробуйте добавить черный перец тогда, когда лук с морковкой обжаривается. Вы узнаете, как это вкусно. Примерно чайная ложка. Пора на грибы посмотреть. А что на них смотреть? Да это золото, а не грибы. Всего 2-3 минуты в масле на одной стороне и 2-3 минуты на другой стороне. Пойдемте к чечевичному супу. Сюда самое время добавить
томатную пасту. Ох, до чего турки любят томатную пасту, как много они ее кладут. Я так много класть не буду. А еще у них есть, помимо обычной томатной пасты, точно такой же, как у нас, есть паста, которая смешана с перцем. С паприкой, либо с острым перцем. У нас такой пасты нет, не продают нам. Поэтому я закладываю пол-ложечки томатной пасты и пол-ложки аджики. Ну, как вам сказать аджики? Это, скорее всего, так можно назвать узбекская заготовка для зимних блюд. Здесь есть и острый перчик, и чеснок, и зелень. Одним словом, то, что называют огонек. Надеюсь, что и у вас нечто подобное найдется. А не найдется, готовьте с одной томатной пастой. Все равно будет очень вкусно. Возвращаемся к грибам. Как здесь они? Да хорошо, хорошо. Их пора убрать. Убрать и отложить в сторонку. Освободить место для следующих ингредиентов. Следующий ингредиент – это лук. Наконец-то дошло дело до лука. Только лук, как для турецкого супа, жарить не будем. Только, чтобы чуть-чуть прозрачным стал. Чуть-чуть, чтобы побелел, и все. Жарится лук и жарится. Пойдемте посмотрим, как здесь морковка, томатная паста, перец. О, все очень замечательно. Настолько хорошо, что пора добавить ложку муки. Вот эту ложку муки в Турции кто добавляет, кто не добавляет. Я предпочитаю добавить. И перемешать. Перемешать муку с морковкой, с луком, с томатной пастой и дать немного прижариться. От муки должен пойти особый запах. Ну вот такой ореховый запах. Как только запах пойдет, все, добавляй следующий ингредиент. А следующий ингредиент – самый главный ингредиент сегодняшнего супа. Потому что это чечевица. Чечевица красная. Чечевица арабская. Националь. Давайте откроем и посмотрим, какова она, эта чечевица. О, да она просто идеальная. Ее ни перебирать, ни мыть не надо. Но вот какое дело. По турецким рецептам чечевицу положено сначала промыть, потом замочить в воде, потом слить всю воду, немного просушить и только после этого добавлять в кастрюлю. Я видел, многие повара и кулинары-любители засыпают чечевицу тогда, когда уже нальют жидкость, либо воду, либо бульон. А я предпочитаю чечевицу сначала обжарить и только после этого добавлять воду. Перемешиваем чечевицу с морковью, с луком. Подождем, пока она нагреется и начнет щелкать, постреливать. Вы послушайте, что я вам скажу. Вот вы сейчас в этот момент берите обыкновенную воду и наливайте. Берите, наливайте, ни о чем не думайте. Не смотрите на то, что я буду наливать бульон. У меня этого бульона много. Я же ни косточки, ни жилки, ничего не выбрасываю. Все складываю, а потом варю бульон. Мне этот бульон куда-то девать надо. Поэтому я и наливаю бульон. Многие в Турции тоже готовят на воде. Я прошу обратить внимание. 2 стакана чечевицы – это 2 литра воды. Либо можно взять 2,5 литра бульона, если бульон у вас крепкий, хороший. А у меня был именно такой, очень крепкий, хороший говяжий бульон. Ну и все, прекрасно. Пусть варится, пусть закипит. Нам пора заниматься
картофельным супом-пюре. Опа! Ох, как я вовремя! Лук ровно такой, как надо. Еще минуточку и все. Получилось бы не так, как готовят в Европе, а получилось бы, ну, примерно так, как готовят, например, в Узбекистане. Сюда тоже необходимо добавить столовую ложечку муки. Все в порядке. И сюда теперь следует налить бульон. Только если с чечевицей мы могли использовать и говяжий бульон, и бараний бульон, и куриный бульон. В этот суп только куриный. Литр, а то и 1,5. Все, пусть варится. А что у нас здесь происходит? О, какая пена! Это будет суп-пюре. И я абсолютно точно знаю, что многие повара не стали бы заморачиваться, сказали бы, да, пена и пена. Сейчас мы все блендером пробьем, и все будет хорошо. Это не для меня. Мне такой подход, извините за тавтологию, не подходит. Я пену снимаю даже с супов-пюре. Если кто-то думает, что раз снял пену, то все, объявляй перекур, сиди отдыхай, нет. На хорошей кухне хорошему повару всегда найдется работа. Вот, например, у меня есть кусок замечательного сыра чеддер. Ароматного. И самое главное, что он очень легко тает в бульонах, плавится. Натрем его. Так, ух ты, да ты посмотри, мы его еще и не пюрировали, мы еще и блендером не работали, а он уже кипит так медленно, такие пузыри поднимает, они лопаются на поверхности, и вся чечевица разварилась ровно так, как надо. А ну-ка, 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 где здесь мой любимый блендер? Этот суп можно назвать готовым. Осталось только приправить его, посолить и выправить на кислоту. Супы-пюре лучше всего солить по готовности. Всегда я солю заранее, а в случае с супом-пюре необходимо посолить, перемешать, немного подождать, попробовать и при необходимости досолить. Не солите сразу по много. Как вы потом заберете соль из супа-пюре? Невозможно. Нужно добавлять по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, до тех пор, пока не получите правильный вкус. Как узнать, правильный вкус или неправильный? Я вам сейчас все покажу. Подождите, не торопитесь. Берете ложечку супа. Чистая ложка. Этой ложкой мы будем зачерпывать супчик из кастрюли. А вот с этой ложечки я буду пробовать. Гигиена. Ой, как вкусно. Но соли требуется еще. Наверное, щепоть. Реально, очень вкусно. Как жаль. Как жаль.
Как жаль, что я с этим супом не выступаю на конкурсе поваров. Мне бы сейчас сюда звезду, сюда вот такую звезду. Весь Мишлен был бы мой, и на меня бы сыпались лимоны. Но я люблю лимоны ташкентские. Они очень ароматные, они обладают приятным кисло-сладким вкусом. И сейчас самое время добавить немного лимонного сока прямо в суп. Косточки в супе не нужны. Лучше сразу убрать, предупреждаю. Косточки могут дать супу горечь. Вот этой дольки, я полагаю, будет вполне достаточно. Перемешаем. Можно, конечно, попробовать, а можно и не пробовать. Потому что я уверен, все хорошо. Мне осталось сделать 2 маленьких шажочка перед подачей этого супа, пока он пускай постоит вот здесь. И мы отправляемся к европейскому супу. О, лук лежит, сирота, сирота. Забыли про тебя, зеленый лук. Нарежем мелко-мелко. Ну а как здесь лук поживает? Лук приготовился отлично. Пора заливать сливки. У нас было 1,5 литра бульона, а здесь 250 миллилитров 20% сливок. Наливаем. Наверное, есть желающие спросить у меня: Сталик, картофельный суп, где картошка? Но я же сказал вам, картофельный суп-пюре. Этот суп готовится из картофельного пюре, из вчерашнего, холодного, остывшего картофельного пюре. Вы не знаете, где взять холодное, остывшее картофельное пюре? Вы не видели, как мы его готовили в прошлый раз? Вот здесь ссылка на наш предыдущий сюжет, где мы готовили замечательное картофельное пюре, где мы готовили замечательную тушеную капусту. Посмотрите, и вы все будете знать. Ого! Норовит закипеть. А кипеть не должно. Самое время опускать пюре. Не, ну оно, конечно, можно вот так вот перемешивать и ждать, пока картофельные комки все растворятся в этом бульоне, в этих сливках. Однако мелкие кусочки вот этого жареного лука, мне кажется, они портят всю картину. И я беру в руки мой блендер. Хорошо, но жидковато. А жидковато, потому что мы еще сыр не добавили. Сыр чеддер придает необходимую густоту картофельному супу-пюре. Но кладу я не весь сыр, не весь. Вот это я оставляю для украшения готового супа. Раз и растаял. Прекрасно. Отлично. Браво, браво. Наиболее удачные, наиболее красивые кусочки грибов я отложу в сторонку. Для украшения можно в тарелку каждому едоку положить, чтобы они понимали, что суп не халам-балам, что этот суп с белыми грибами. А вот эти кусочки грибов отправляются прямо в суп. Представляете? Едят люди суп-пюре, и вдруг там находят что-то вкусное. Приятно? Приятно. Суп, после того, как в него добавили и сливки, и картофельное пюре, доводятся до кипения, но его ни в коем случае не кипятят. И сейчас самое время добавить в суп
часть зеленого лука. Тот суп пробовали, а этот суп кто будет пробовать? Пушкин, что ли? Ха, сегодня я за Пушкина. Я попробую. У нас здесь были кое-какие соленые продукты. Например, соленое сало. Сыр слегка солоноват. Но все-таки надо совесть иметь и добавить этому супу еще и соли. Хорошо. Айда Пушкин, айда Сталик, айда картофельный суп-пюре. Можно подавать. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей. Вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик Видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. В турецкой кухне существует удивительный прием. Допустим, кто-то хочет добавить мяту в суп. Да так, чтобы вкус и аромат мяты выделился. Знаете, как они поступают? Они берут эту мяту, они ее растирают в порошок и всыпают ее в кипящее масло.
А вот если, допустим, перец, так перец тоже опускают в очень горячее масло. Вот теперь все готово и можно подавать. Я только хочу чечевичный суп чуточку подогреть. Подписчики моих блогов, которые уже готовили по этому рецепту, пишут удивительные письма. Муж заново полюбил после этого супа. Дети ели хорошо. И даже девушка согласилась выйти замуж за одного молодого человека, который удивил ее этим супом. Ну а что? Суп и правда удивительный. Очень простой, очень сытный, очень такой комфортный, домашний. И при этом удивительно вкусный. И при этом удивительно красивый. Ну посмотрите, ведь все очень просто. А берешь масло с перчиком и добавляешь по капельке. Раз. Два. А теперь немного мяты. А с другой стороны, даже вот такую небольшую косушечку этого супа съешь, и охо, и лоб вспотеет, и в желудке полное удовлетворение. Но сегодня, в самом начале нашей программы, я говорил, что это не просто рецепты. Сегодня у нас происходит соревнование между Востоком и Западом. Очень ответственное соревнование между турецким чечевичным супом и европейским картофельным супом пюре. Картофельным супом пюре с грибами. Вы удивитесь, но после всех сливок, бульонов, сыра, чеддер в этот суп рекомендуется положить еще и ложечку сметаны. А вокруг той сметаны добавить всевозможные украшения. Например, зеленый лук. Например, немного выжарок. А еще по щепотке сыра чеддер. Но и это еще не все. Сверху непременно должен лежать грибной ломтик, как бы указывая, из чего этот суп. А также сверху непременно стоило бы положить пару долек чеснока, так аппетитно пожаренного. Вот и завершается наше соревнование, завершается наш сюжет. А судьи кто? Кто выставит оценки? Разумеется, судьи – это вы. Можно, конечно, оценить вкусы с телеэкрана, но будет гораздо лучше, если вы самостоятельно приготовите оба блюда и сравните,
и дадите обоснованную оценку. Если вы не совсем запомнили рецепты, заходите на мой канал в YouTube. Там все очень подробно. Я отвечу на возникшие у вас вопросы. Там же, в комментариях, вы сможете поставить оценку европейскому картофельному супу-пюре и турецкому чечевичному супу-пюре. Вот тогда-то мы и узнаем правду. Ну а пока что я желаю вам огромных успехов в кулинарии, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита!